Москва просит пощады. Открыт второй фронт против РФ. Украина пошла в атаку на неожиданном направлении. Удар по ядерной триаде Путина. Уничтожен ценнейший самолет. Зеленский раскрыл детали. Операция на границе. Кремль начал мстить Лукашенко. Трамп обратился к нации. Китай присоединился к западным санкциям против Москвы, а россиян просят на выход по всему миру. Запущена масштабная кампания против граждан РФ. Об этих и других событиях к утру субботы, 18 июля. Доброе субботнее утро, выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда Нехта и я, Олесь Корниенко. Ожидания Москвы не оправдались. Политические страсти в Киеве и смена министра обороны не отразились на интенсивности ударов. ВСУ бьют по авиации, флоту и важнейшим коммуникациям оккупантов. Среди главных трофеев ценнейший российский стратегический бомбардировщик Ту-95. Его уничтожили на авиабазе в Энгельсе, Саратовской области. Новость настолько важная, что о ней сообщил лично Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что операцию провела Служба безопасности Украины, а цель настигнута на расстоянии 800 километров. Но это не все. Украинские защитники провели не только демилитаризацию неба, но и моря. Генштаб ВСУ заявил о поражении российского сторожевого корабля проекта «Светляк» в Керчи. Это уже второй боевой корабль оккупантов, который настигло возмездие на этой неделе. Кроме того, украинский генштаб сообщил об ударах по железнодорожному мосту через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области и автомобильному мосту в районе Козина Курской области. Дожились. Нефтегазовая держава готовится импортировать не только бензин, но и дизель. Минэнерго разработала механизм импортного демпфера. Это механизм, который позволит нефтяным компаниям получать бюджетные субсидии при закупке этого вида топлива за рубежом. Еще недавно Россия сама была одним из крупнейших мировых экспортеров дизеля, однако после ударов по нефтеперерабатывающим заводам выпуск топлива резко сократился. На юге страны аграрии уже жалуются на нехватку солярки для уборочной компании. На АЗС вводят ограничения на продажу, а цены выросли до максимума за 15 лет. По данным Reuters, одним из основных поставщиков дизельного топлива в Россию может стать Индия. Москва просит о пощаде. ВСУ дают прикурить россиянам там, где они не ждали, и даже заставили их бежать. Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко пожаловался ТАСС на очередные козни Киева. Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы. Заместитель Лаврова добавил, что речь не только о Мали, где повстанцы уже несколько месяцев дают жару и заставляют оставлять очередные позиции местную военную хунту и ее российских союзников. Борисенко заявил, что нашел украинский след и в Ливии. Дескать, с ее побережья спецы из ВСУ атаковали в марте российский танкер «Арктик Метагаз» с помощью беспилотников. А то, что в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, ЦАР, Экваториальной Гвинее и Ливии присутствует так называемый африканский корпус Минобороны России, Борисенко, похоже, считает нормальным. Рейтинг Путина продолжает свое пике. По данным ВЦИОМ, он снижается 4-ю неделю подряд и достиг минимума за время войны. За месяц показатель снизился почти на 5,5% пункта, и на 12 июля деятельность Путина одобряли 65% россиян. Интересно, что в стране, где можно сесть за комментарий и даже лайк, государственным социологам не побоялись заявить о своем неодобрении деятельности Путина почти четверть опрошенных. Даже ВЦИОМ вынужден признать, темпы падения рейтинга оказались выше, чем после объявления мобилизации осенью 2022 и во время наступления ВСУ в Курской области в 2024. Снижение происходит на фоне топливного кризиса, который по своим масштабам уже сравнивают с товарным дефицитом последних лет существования СССР. Просто надули нас в очередной раз, обманули.
Главный союзник снова отказал Кремлю. Пекин фактически присоединился к западным ограничениям на поставки в РФ технологий для строительства арктических судов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию Центрального НИИ морского флота. В документе говорится, что поставки китайских движительно-рулевых комплексов для ледокольных судов возможны только при ослаблении санкций. По данным института, у России сейчас нет собственных энергетических установок для таких судов, а западное оборудование остается недоступным. Это осложняет планы по развитию Северного морского пути, для которого до 2030 года собирались построить не менее 23 кораблей высокого ледового класса. Всего несколько лет назад Путин ставил амбициозную цель превратить Севморпуть в оживленную торговую артерию в 5500 километров. К 30 году грузооборот должен быть почти 200 миллионов тонн. В прошлом году правитель умерил свой пыл и озвучил новую оценку в 70-100 миллионов тонн, всего в 2-3 раза ниже. Рокировка по-киевски. Протесты заставили Владимира Зеленского отказаться от назначения Игоря Клименко на должность министра обороны, но бывший министр внутренних дел недолго оставался без портфеля. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Клименко станет новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом глава государства сообщил после встречи с Клименко, отметив его работу в МВД. Главное – максимальная результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений. Каждое решение СНБО Украины и ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. На посту секретаря СНБО Клименко сменит Рустема Умерова, который проработал на этой должности ровно год. Но теперь без портфеля остался сам Умеров. Какие у вас ставки? Куда его отправит Зеленский? На воре и шапка горит. Кремль стал оправдываться в том, в чем его не обвиняли. Накануне Дональд Трамп выступил с почти получасовой речью об уязвимости избирательной системы США. При этом хозяин Белого дома обвинил в попытках вмешательства Китай, а Москву упомянул только вскользь. Как минимум, Россия, Китай, Иран, Северная Корея, а также негосударственные группировки обладают возможностями для нанесения ущерба инфраструктуре проведения выборов в США. Тем не менее, на сцене сразу появился Дмитрий Песков и сказал, так сказал. Только послушайте. Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Нет, это бесподобно. Правда, миллионы украинцев, грузин, молдаван и других соседей РФ могли бы слегка возразить господину Пескову. Правда, курьез состоит в том, что по приказу Трампа Белый дом после его речи опубликовал целую подборку документов, в том числе с выводами американских спецслужб, которые ранее неоднократно заявляли о попытках Москвы влиять на ход выборов президента США в 2016, в 2020 и в 2024 годах. Сгорел сарай, гори и хата. Москва объявила торговую войну не только Анкаре. Ввозить в страну нельзя не только турецкие персики и другие фрукты, но и молочку из союзной страны. Шлагбаум опустили для кефира из Беларуси. Приостановлена ветеринарная сертификация продукции Жлобинского молзавода, который входит в Рогачевский молочно-консервный комбинат. Якобы из-за превышения содержания дрожжей. Случай не единичный. Ранее Россельхознадзор также ограничил поставки мяса и сыра с 3 белорусских предприятий из-за обнаружения кишечной палочки и остатков ветеринарных препаратов. Вот такой сюрприз для Лукашенко. Хотя, может, это и не сюрприз, а месть за то, что тот не присоединился к явной агрессии против Украины. Как вам такая версия? Кстати, этот бан для белорусских продуктов очередной пример того, что Евразийский экономический союз, в который Путин загонял соседей, ходит ходуном. Накануне Казахстан заявил, что закрывает границу для российского зерна на ближайшие полгода.
В Польше растет число заявлений украинцев о преступлениях на почве ненависти. Как сообщает Rzecz Pospolita, со ссылкой на данные полиции, с начала 2026 года граждане Украины подали уже 180 таких заявлений. Это более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом речь идет именно о поступивших заявлениях, а не о подтвержденных преступлениях. Опрошенные изданием эксперты считают, что реальное число подобных случаев может быть гораздо выше, поскольку многие пострадавшие не обращаются в полицию. По их мнению, росту напряженности способствует усиливающаяся антиукраинская риторика в польском интернете и публичном пространстве. У нас есть эффект согласия. Больше не нужно стесняться. А некоторые считают нападение на украинцев источником гордости. Не забывайте, что накопленный гнев также усиливается русскими троллями. Ну и если вы смотрите нас из Польши, почувствовали на себе это изменение настроений? Напишите в комментариях. За россиян взялись по всему миру. Чили начала отзывать гражданство у детей, рожденных в стране гостями из РФ. Как сообщает телеграм-канал «База», власти пересматривают дела, связанные с так называемым родильным туризмом, когда иностранцы приезжали в страну незадолго до родов, чтобы ребенок автоматически получил чилийский паспорт. По данным издания, гражданства уже лишились более 60 детей, еще более 20 подобных дел находятся на рассмотрении. Родителям это станет в копеечку. Посреднические компании брали за услуги по оформлению документов по $15 тысяч, но главное, теперь и родители ребенка теряют основания для упрощенной легализации. Одна из самых доступных для россиян стран Европы может ввести для них визовый режим уже с 1 октября. Черногория вынуждена согласиться на требования Евросоюза. Сейчас граждане РФ могут находиться тут без визы до 30 дней. Несладко приходится гостям из России и в Таиланде. Власти страны начали масштабную кампанию против так называемых русских деревень. В провинции Чонбури полиция задержала 4 граждан России и провела обыски более чем по 40 адресам в рамках расследования схем с элитной недвижимостью общей стоимостью около $154 миллионов. Следствие подозревает, что россияне обходили запрет на владение землей иностранцам. Ранее аналогичные меры приняли на индонезийском острове Бали. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи вечером.